Кристина, сейчас наблюдается интересная тенденция. Люди продолжают выезжать за пределы Украины, и наблюдается вторая волна депрессии выехавших и не воюющих украинцев. Какие причины, симптомы и, может быть, советы, как поступать в таком случае? Ну, если начинать с причин, то причины есть две. Первая причина внутренняя – это то, как работает психика. И в момент шока, в момент травмы мы собираемся, выделяется там адреналин в теле и прочее. И на самом деле человек не чувствует столько эмоциональной боли. Когда внешние обстоятельства стабилизируется, то есть вот человек выехал за границу, физически ему ничего не угрожает, примерно месяца через 4 психика начинает переваривать полученный шок, полученный стресс. И мы получаем вот то, что называют второй волной депрессии. Да? Это причины внутренние, так работает психика. Есть причины внешние, это то, что к людям приходит, ко многим приходит осознание, что буквально завтра война не закончится. Это тоже один из механизмов работы психики, когда мы сталкиваемся с чем-то очень травматичным для нас. Один из способов защиты от этого – это такая надежда на то, что завтра все чудесным образом разрешится. Виктор Франкл, известный психолог, психиатр, который написал книгу про то, как он прошел концлагерь, он писал в частности о том, что не выживали люди, у которых, одной из самых губительных для людей была вот такая надежда на быстрое, внезапное спасение. Да? И люди, у которых это было очень сильно, они не выживали. И сейчас многие люди понимают, что да, буквально завтра все не закончится. Даже если война завтра закончится, все равно есть последствия, с которыми надо будет какое-то время справляться. И все это тоже заставляет более реально смотреть на вещи и какие-то вот депрессивные переживания может вызывать. Есть причины внешние, да, у тех людей, кто выехал, у части заканчиваются деньги. Люди чувствуют меньше поддержки от тех же людей, например, в Европе, да, потому что, понятно, что есть определенная усталость, и люди не могут быть постоянно на эмоциональном пике. Меньше вот этой близости между самими людьми, да, потому что в первые дни, недели, месяцы люди каждый день писали, как ты, что ты, и так далее. И это тоже поддерживалось. Сейчас это уходит закономерно, нормально, да, потому что люди возвращаются в нормальный режим работы. И вот после такого сильного эмоционального подъема сейчас тоже получается вот депрессивная такая история больше включается. Вот, это о причинах. Да? Закономерно мы получаем депрессивные переживания. Плюс добавляется то, что нужно думать о будущем. Да, если завтра не будет прекрасного спасения внезапного, то мне нужно как-то выстраивать свою жизнь. Да? И это тоже сталкивает людей со многими выборами, со многими необходимостью принимать решения, необходимостью думать о том, как выстроить заново свою жизнь и прочее, прочее, прочее. И вот эта вторая волна депрессии, она не такая яркая, как первый шок, но где-то она более опасная. Потому что если первый шок вызывал более сильные эмоции, такие как гнев, ярость, ненависть и так далее, на которых человек все равно действовал, то сейчас эта депрессия про такое вот, про уныние, про не хочу ничего делать, про безысходность. Вот она такая как убаюкивающая, да, как будто бы останавливающая. И в этом смысле она такая достаточно опасная. Как она проявляется? Очень часто это на уровне тела проявляется в виде бессонницы, в виде сниженного аппетита. В принципе, человек ощущает, что нет энергии, ощущает быструю утомляемость, есть сложности с переработкой информации. Например, вы не можете посмотреть фильм целиком или книгу целиком прочитать. Да, максимум это короткие заметочки в Фейсбуке и так далее. Возможность перерабатывать информацию, насколько она есть, возможность концентрироваться, это очень важный показатель того, насколько в хорошем состоянии находится ваша психика. Это может быть переживание, как я уже сказала, бессмысленности, пустоты, ничего не важно, впереди не вижу никаких перспектив и так далее. Вот такое ощущение мира. Это то, как проявляется. Конечно, это ухудшение отношений с близкими, потому что все это влияет на наши коммуникации, наши отношения. Что с этим делать?
Первый очень важный момент – это такая внутренняя установка, внутренняя идея, что дальше будет, да, продолжение следует. В этом смысле очень хороший опыт нам может дать Израиль, страна, народ, который пережил крупнейшую трагедию, да, коллективную Холокост, и как дальше народ еврейский, да, обошелся с этой травмой. Обошлись они очень грамотно с точки зрения психологии. Они говорят об этом. Да. В Израиле очень много музеев, различных каких-то культурных мероприятий, посвященных этой теме. Но как они об этом говорят? Они говорят об этом следующее. Они показывают примеры того, как люди, прошедшие концлагеря и так далее, дальше продолжили жить. То есть очень много они рассказывают о том, что вот такой-то человек, он прошел то-то, 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 вот такой-то ужас, и дальше он стал известным врачом, он родил 10 детей, 25 внуков, жил до 90 лет и прекрасно свою жизнь прожил. И таких историй очень много, и они эти истории очень так доносят, да, активно. И с точки зрения исцеления коллективной памяти это идеальная история. То есть, с одной стороны, мы не замалчиваем, что было, но с другой стороны, мы показываем, что продолжение следует. Потому что что такое травма? Травма – это обрыв. Это когда я не вижу продолжения. Это вот внутри психики, да, вот как вот идет в психике, у нас информация кодируется историями. И вот идет история, и она обрывается, и дальше нет. Вот что такое травма. Соответственно, исцеление травмы – это непрерывность истории. Да, сейчас плохо и так далее. И дальше будет что-то, продолжение будет, дальше будет. И вот эту идею очень важно внутри себя поселить и так вот каждый день к ней возвращаться. Можно это делать на уровне даже визуализации образов, когда вам кажется, что все, тупик и так далее, вы внутри себя представляете, что есть двери, которые открываются, и там что-то дальше. Да? Когда я работала с клиентами, очень часто вот этот процесс, когда человек начинает видеть будущее, он показывается в снах, да, это видно образами того, что человек видит какие-то новые комнаты в своем доме или новые этажи в своем доме и так далее. Тоже образ того, что что-то новое открывается. Да? Не бывает так, чтобы никак не было. Да? В процессе жизни, да, старые двери закрываются, старые возможности уходят, но всегда открывается что-то новое. И вот эта идея непрерывности того, что жизнь не заканчивается, жизнь всегда продолжается, она помогает выйти из такого рода депрессии. Следующий важный момент – это движение. Движение во всех смыслах этого слова. Депрессия – это замирание. Соответственно, выход из замирания – это движение. Начиная с тела, да, обязательные прогулки, пробежки, спорт, то, что вам нравится. Это не должно быть каким-то насилием над телом, но пусть это 15 минут в день, но вы ходите, да, это движение. Точно так же движение информации, да, вы что-то новое смотрите, что-то новое читаете, не одни и те же новости скроллите, да, а что-то другое делаете. Это движение вашей мысли в плане того, что вы будете делать дальше, да, то есть размышления над этим, это тоже движение. Движение на всех уровнях. Следующий момент, который помогает, это сфокусированная деятельность. Деятельность, которая упорядочивает ваше сознание. Что это такое? Это занятие тем, что вам интересно. Сфокусированное занятие тем, что вам интересно. Это может быть вязание, да, это может быть сочинение стихов, это может быть изучение чего-то нового, кстати, интересного вам, да, это может быть язык, это может быть новая профессия и так далее. То есть любая деятельность, которая вас фокусирует. Есть замечательные примеры в книге «Поток», когда автор приводит примеры того, как люди выживали в очень сложных условиях, в одиночных камерах и так далее, за счет фокусировки своего сознания. В частности, интересная история есть о математике, который долгое время находился в одиночной камере. Одиночная камера вообще психологически это очень сильная пытка. И есть предел, после которого психика разрушается. Это небольшое время, после которого человек уже безвозвратно скатывается в психоз. Все, психика разрушена. Так вот,
этот человек, он смог выжить, за счет чего это произошло. Этот человек играл в шахматы. Он играл в шахматы в одиночной камере, где не было, понятно, людей с кем играть, где не было самих шахматов, где не было возможности записать ходы и проследить игру. Все это происходило у него в голове. Все это он держал в своем сознании. И тем самым он собирал, упорядочивал свое сознание и сохранил свою психику. И вот этот принцип тоже очень важен. 4-й совет – это обратиться к профессиональному психологу. Сейчас очень много есть волонтерских проектов, где можно бесплатно или за символические деньги получить хорошую, грамотную, качественную помощь. В частности, у нас в Европейской школе психологии есть благотворительный проект «Ты не один». Можете обратиться к нам, можете в любую другую организацию профессиональную. И профессиональный психолог помогает выйти легче, быстрее и с меньшими энергетическими затратами.